I only thought an experienced guy like you would have some coach. One, maybe two, we're not sure. I mean, it's this, oh, you have no idea. You have no idea. Listen, the point is, you need to be, they go back on the buses. All right, sir. That's it. We hope No, Что такое ракетная база to explain to you what the missile base is all about, и какой порядок и последовательность and also about the procedure and sequence уничтожения of the оружия. dismantlement. Потому что оно имеет определенную специфику. Because there are some specific features about it. Я недавно был на ракетной базе Минитмен в прошлом месяце. I've recently visited the Minuteman missile base. И мы подрывали там шахтную пусковую установку Минитмен. Minuteman silo there. И поэтому я могу немножечко That's why сравнить. I now can compare. Итак, мы находимся на ракетной So we базе, are on a missile base, которая включает в which себя consists of 10 вот таких пусковых 10 установок. silos. Одна из них показана в разрезе. One of them, the cross section of one of them is here. А всего их вот 10. And there is a total of there are 10 of them here in this area. И они все And управляются all of them are controlled с командного пункта, from the control launch center, вот, который находится под землей. which is underground center. И мы вам сегодня покажем, как today мы we'll show you уничтожаем how шахтную we пусковую dismantle установку the silo и командный пункт. and the control center. Здесь мы показываем пусковую установку, Here we show silo. потом 10 километров Then проедем we'll drive 10 в kilometers другое место и показываем, как and we'll show you the командный пункт. center. В отличие от прежних лет, когда мы только уничтожали шахтную пусковую установку, Unlike the practice of previous years when we used to dismantle only the refrigeration centers, и энергоблок, the power units, и караульные помещения, and the security house, систему энергоснабжения and the power supply system, и все кабельные линии and all связи. the cable lines, other utilities. Прежде чем взорвать пусковую Prior установку to blowing up the silo на глубину 6 или 8 to the метров, depth of 6 or 8 meters, как это предусмотрено процедурами договора «Старт-1», according to the Start 1 treaty provisions, мы прежде всего we first of all отстыковываем головную часть we detach the head part. от ракеты. Везем ее, Then we take it, грузим на машину, we put it on a truck, везем ее в специальное Да. сооружение, we transport it to a special site, разбираем, then we dismantle it, приводим в состояние готовое для транспортировки, then we get it ready for transportation, загружаем в железнодорожный then we вагон put it on a rail car, и отправляем and we ship it в Россию, To Russia. там, где их. where they were produced. После этого, After that, значит, мы подвижные емкости сливаем из ракеты, выкачиваем компоненты ракетных we топлив, defueled propellants, около 100 тонн about 100 metric tons гептила и of амина. heptyl and amyl. Транспортируем Then на подвижных емкостях на железнодорожную станцию, Then we transport it to the road head, переливаем в железнодорожные then цистерны, pump into rail truck, транспортируем на then заводы transport to the plants и на места хранения and to the storage sites для дальнейшей их переработки. for the further processing.
Кстати, эти места хранения, склады, построены Incidentally, those storages на средства, выделенные правительством Соединенных Штатов Америки. were also constructed with funds allocated by the U.S. government. После того, как мы выкачали из ракеты компоненты After ракетных топлив, defueling the propellant, мы вытаскиваем ракету. so we fill out the missile. То же самое, загружаем ее в железнодорожные вагоны Then we put специальные. it on special type rail cars. А прежде чем загрузить в железнодорожный And вагон, мы before putting должны them on the rail ее cars, we нейтрализовать. have to neutralize it. В течение 7 суток мы ее продуваем горячим азотом, So we purge it with hot nitrogen within Чтобы 7 days удалить все пары in амила и order to гептила, remove all amyl and amyl vipers, и чтобы она была безопасной во время транспортировки по железной дороге. so that it's safe for transportation by Отправляем ее в rail. Днепропетровск, Then we send it to Dnipropetrovsk. куда вы могли прибыть, но там уже много раз были, и господин Миллер был, и мы там открывали с Mr. господином Miller Смитом станцию Headed there, нейтрализации, and together with Mr. Smith, we построенные на had a средства, выделенные dedication правительством ceremony Соединенных of Штатов the Америки. neutralization facility with funds allocated by the U.S. И government. там мы эту ракету окончательно there проводим ее We нейтрализацию, neutralized, finally neutralized полностью that уничтожаем. missile and eliminated completely. Полностью уничтожаем. Вот такая проводится работа So this is the sequence and the procedure we личным are составом pursuing 43-й ракетной армии, here in the 43rd Rocket Army прежде чем prior to взорвать эту blowing up шахтную пусковую this silo. установку. silo. Затем уже, после того, как мы военные все Then вот это after the military изъяли, are done, уже я ее называю всемирно известная фирма Bechtel, then the world famous, as I call it, company представители Bechtel которые International, whose есть. representatives are here. наняв украинских наших They субподрядчиков, hire Ukrainian subcontractors, а в этой работе занято около 700 and человек, about 700 people are involved in this job. они уже проводят They подрыв и ликвидацию do шахтной пусковой the установки, exploding. командного пункта, They blast the демонтируют silo, караульные the, помещения, control center, they dismantle the security демонтируют house, they холодильный dismantle центр, the энергоблок, refrigeration center, the все power оттуда plant, вынимается, they изымается, take out all the equipment, готовится from к those реализации, then тем, prepare чтобы it for вырученные средства направить sale. на решение социальных. in order to use all the Вопросы. receipts for social welfare purposes. Вот в чем коротко In a заключается nutshell, so this is what we содержание do и порядок here, and this is the procedure and ликвидации sequence ракетной of ядерного оружия. nuclear weapons elimination. То есть это сложный In other words, it's a complex технологический процесс, technological process в котором заняты which involves сотни людей, hundreds of people, сотни единиц техники, hundreds of pieces of и equipment. все это нужно And согласовать all this has to be по properly времени, coordinated, по месту managed in terms of time and place, и сотрудничая тесно and cooperating американскими closely фирмами. with American companies. мы находим в себе мужество признать свои ошибки, So we are just их ошибки, are bold enough to acknowledge our mistakes, Принять and to правильные tell them their решения. mistakes, and finally to come to the right и conclusion. сейчас, как я уже вам говорил, когда мы ехали в Like I автобусе, said, when we мы were вышли driving. уже на такой рабочий режим Now we're just ready to go ahead ликвидации. for. Но in order работы to еще pursue the очень elimination много. effort, but still there is a lot of work ahead. Еще надо на 40 пусковых установках в Хмельницке вот это вот проделать все. So we have yet to carry out all these activities at 40 missile sites in Khmelnytsky И Первомайский СС-24. and also in Pervomaisk for SS-24. Если у вас есть вопросы If you have any какие-то, questions потому что я сказал, я concerning готов. what I've described to you, ответить I'm на prepared эти to вопросы. take your questions. How much power is produced for the people of this region from this procedure? Electrical power. Сколько высвобождается электроэнергии? Вернее, сколько электроэнергии идет вот на вот этот объект здесь, тут на этом месте? Вы знаете, у вас нет таких данных? In terms of the fuel rods, I believe. В смысле, Владислав Николаевич, в смысле твелов, которые поставляются вот, А. за счет боеголовок, которые отправляются в Россию, и твелы, которые Россия поставляет. Сколько получает
Ну, вот такого объекта я правом. вам точные расчеты не могу сказать, So I потому can't что tell you там exactly the вводятся exact number, коэффициенты, because there то are есть some factors involved there, some из coefficients. боевого урана, Because when they use this из обогащенного, необогащенного, enriched получается uranium and then weigh, больше. make И как раз вот this Михайлов type там uranium, which is used in the, все это дело NMPs. подсчитывает, но So I know there are some я такую calculations. услышал цифру, что But I heard this где-то following порядка на number, 3 года. about for 3 years. If На they 3 last, года. this rods, В элите обеспечивают работу 3 наших years атомных in электростанций. order to keep our NMPs operating. Да. То есть если мы все эти In other words, if боеголовки, we которые take вот all these warheads, были у нас на which наших ракетах, we have here on our missiles, я ответил на ваш вопрос? so did he answer the question? Yes, 3 years. Да, 3 years worth. Да. На 3 года, конечно. General, how much money comes back to the people for social welfare? А сколько денег возвращается людям вот, для социальных потребностей, для социальных нужд вот, после такого демонтажа? Пока еще не возвратилось They've not received ничего. anything yet, as yet. As yet. Да. Просто мы вам потом покажем. Мы демонтировали это We've оборудование. dismantled that equipment and we'll show you Сейчас that. мы его делаем сертификацию, Now we're going to certify it. приводим в соответствующее состояние. Then we'll try to put it in the proper Ну, допустим, conditions. металл, его надо сделать в определенные куски, Like, порезать. for example, we have to cut the steel to size. Да. Ищем сейчас мы Then покупателя, we're looking for the buyers, чтобы подороже продать, so that to sell it потому что это reasonably, очень хорошая сталь. because the steel is very good indeed. Вот. И Then you затем get уже the будем money. иметь какие-то And дивиденды. after that we'll get some dividends. You get the money from the Да, sale. то есть деньги уже поступят. Very Мы только еще, как я вам сказал, только еще 26 пусковых установок Like пока I said, so far we've done only взорвали, 26 и с них silos, получили вот эти вторичные ресурсы. and we got some salvageable materials done. General, what has happened to the military personnel who were А что происходит responsible с for this военным particular персоналом, которые вот работали, missile installation? которые занимались установкой ракетного оружия? Вот это, да. Значит, уже у нас не одну мы ракетную базу сократили. So as a matter of fact, this is the first missile base which we are Часть офицеров, которые выслужили установленные сроки Some службы, of the они officers, уходят на пенсию. so they resign because their time has come. Часть офицеров Some of the officers хотят сейчас заниматься бизнесом. would like to go into business. Есть и такие офицеры. So То some есть они officers would like заканчивают to become службу, businessmen. где-то находят себе применение, они уже изучают After being здесь discharged from возможности, где можно устроиться. military service, so they are looking Те for офицеры, other которые opportunities. хотят служить, Those officers would like to continue значит, servicing in the их armed forces. переводят в другие So they are виды вооруженных transferred сил. to Сухопутные other войска, arms and services, to военно-воздушные the силы. army, to the air force. Соответственно, они там должны какую-то пройти Of course, they will переподготовку. have to undergo retraining there. Каких-то серьезных таких проблем больших, чтобы были, значит, уволены офицеры в больших таких количествах и не получив пенсию, у нас нет. As for some serious problems like discharging officers en masse, for example, we do not То есть have any such постепенно они problems. где-то... Gradually, they устраивают. just find a foothold of this life. Were many of them living in this area? Но большинство из них живет здесь, именно в этой Да. области. Yes. And how about their housing? Do you furnish them housing when they... А жильем как вы? Leave the military. Жильем обеспечиваете? С жильем у нас очень серьезные Well, проблемы. actually, this is one of the Очень serious серьезные. problems we have, which is housing problems. И мы не один раз вопрос этот And as a matter поднимали, of fact, we've raised this point on но нам several объясняли occasions, так, что but по we explained that программе вашей according to и your program по законам, and according to American значит, acquisition laws and принятым regulations, Конгрессом, and other laws нет возможности passed by выделять the US деньги Congress. на жилье, хотя There's мы no об этом очень possibility просим, to и allocate, сегодня еще просим. Вот. А money только to можно housing. выделять деньги на ликвидацию оружия. Так We нам would like to объясняли. have some fun for that too. We have but provided some housing, though. We went by it on the way in. We've done some,
down, but Мы кое-что выделили, it's конечно, тоже very под difficult видео. Очень because трудно, so many of our own потому military are getting что out у of the наших военных military. тоже есть проблемы с They жильем, don't довольно многие. always have that kind of И у них не benefit всегда не either, so it's получают то extremely жилье, difficult которое они politically хотели. to Потому provide. что с Совершенно политической верно. точки зрения бывает Вы выделили, Yeah, right и you вам are. большое спасибо, и в Yes, Первомайске. allocated, Мы даже фильм certain сняли и funds, подарили. and we are appreciative of that. And Письмо у нас Первомайск, есть we've благодарность made от some, наших film офицеров. footage, and we have a Господину Перри мы letter of вручали, gratitude from our господину officers, Куртину, and we господину handed that послу. letter to, В Первомайске Secretary Perry, построили to General 261 Curtin, to the коттедж. ambassador, and 261 houses were В constructed Хмельницке at Первомайск. ввели In 195 Helsinki, квартир. they've commissioned 191 apartments, И еще and планируется. we're planning to finish more. Could you have carried out this program here without the funding and equipment assistance from the United States? Вы могли бы проводить эту программу строительства жилья без помощи Соединенных Штатов? По технике? Нет. No, I don't think so. То, что мы получим от вторичных What we're ресурсов, going to get from the salvageable material, я не думаю, что это будут I большие don't очень think деньги. that the money will be that big. Но тем не менее мы будем But still, использовать. we're going to use that opportunity too. Когда я был в штате Канзас, When I was in the state of Kansas, на ракетной базе, visiting the missile base, и мы взорвали пусковую установку Минитмен, when we blew up the Minuteman затем у нас silo, был небольшой брифинг, then we had a short briefing, и мы встречались с and фермерами, we met with some farmers, local farmers, которым потом отдали эту землю. and that land was turned over to them later. Ну, их было, наверное, человек 40. There were about 40 of them there. Мы очень Those с ними farmers. тепло общались. We had a very warm conversation with them. И от них я почувствовал, излучается радость And I жизни, felt that we're happy. They доброжелательность, were very friendly and affable. улыбки, They were smiling, тепло. They were warm И toward us. нам очень все откровенно рассказывали офицеры этой ракетной And the базы. officers of that base, they were very frank and open to us, and they told На us все вопросы everything. наши ответили. They answered all our questions. Здесь вы увидите то же самое. Here, I believe that you'll see the Только, может быть, same. не будет такого тепла и улыбок, потому что у нас тяжелое сейчас Maybe положение. there'll Это be, единственное there'll be отличие. fewer smiles because our economic situation is Но мы pretty надеемся, difficult. That's the only difference. But что мы тоже we будем hope скоро that улыбаться, very soon we're going to smile излучать too, радость, and we'll be хорошее happy, настроение. radiate happiness, and we'll be in a very good mood. We share that wonderful Мы разделяем эту надежду, вашу прекрасную надежду. Thank you. Чтобы понять, насколько сложно эта процедура, как это сложно все as much разобрать, expertise as putting it up in как the много опыта требуется для того, чтобы все это сделать. А потом уже, когда мы непосредственно подойдем к шахте, When we come closer, так, значит, командир, генерал Швед, командует здесь. General, you're assuring us there's no more missiles here, so we're not shooting. Нет, нет. Да. Значит, предлагается вам, пожалуйста, раз, вы вот этот ключ поворачиваете, это ключ ракетный, утапливаете, потом еще поворачиваете. Да. И нажимаете кнопку. Но различие будет в том, что ничего вылетать не будет, а наоборот мы взорвем. Чтобы никогда не вылетало. We take your word on that. Господин посол, этот ключ. И губернатор нашего города, нашей области губернатор, четвертый ключ. Да. Швед по его команде, он вам скажет. Привлеки внимание. Сигнал тревоги. щось буде. Фойерверк. Ага. Он все
вам скажет, спокойно успеете. Не скажет. Это мы предупреждаем, чтобы там никто не подходил. Какой сигнал их там был? Какой? Там бабахнуло так прилично. Здесь не знаю. Спитаю полковника. Утапливайте и поворачивайте. Один раз повернуть, повернуть. Раз повернуть, утопить и еще раз. Turn, press, and turn again. Все правильно. Все. Все. That's it. По команде огонь нажимаем кнопку. Это ключи пуск. Покажите, пожалуйста, ключи. А теперь просьба пройти и посмотреть. Now we'll go to the site. See result of the Ее хозяин подходит. Обрабатывается, да? Не отсутствует. Be careful. Упадешь. Металлический такой пояс. So this is the steel band here. Вот это вот устройство, крыша была такая, So there used to be a door here. 120 тонн 120 закрывала. metric tons. Там находилась ракета Down there, в контейнере. so the container. И сверху это все закрывалось. All Крыша. this was covered with the door. Открыли мы крышу, Then we opened the door. откачали компоненты, Then we took out вытащили the ракету, missile. Then we pulled out the missile. потом все демонтировали. Вот здесь приборов много было всяких. All the equipment and instrumentation. Извлекли металла около 240 тонн. Then we removed about 240 metric tons of steel. Это сталь, специальная хромированная, Steel aluminum steel. с добавками меди. Some copper additives. Вот. И, собственно, после этого мы взрываем. И And after сейчас, that we сейчас вот в таком состоянии она будет 90 суток So now it's находиться. going to be in such a state for 90 days. Чтобы система 90 суток спутники So that the satellite будут фотографировать. set it within 90 days. Есть специальная инспекция, если необходимо, то можно приехать по подозрению и посмотреть. Some inspectors will come here and see everything physical. После этого говорят, что все, считаем, что она уничтожена. But we consider it as eliminated. После этого ставится там такая бетонная After пробка. that we put a concrete block Сюда не- so that nobody will fall down. Все это, металл этот еще Then уберется. the steel will be removed too. Все отходы можно туда свалить, Then all the rubble can be dropped there. поставить пробкой, Then we put a concrete block. засыпаем землей Then we cover the earth. и даже предусмотрен посев травы. And then after that, the place will be repeated. Will there be enough soil here so that they can actually grow crops over this site, or is it too
too much rubble and И concrete. можно under будет the- выращивать тут на этом месте что-то, или слишком тут все-таки бетона разных отводов? Ничего, нет, нет. Мы в Первомайске, In Первомайск, for example, if you take that example, если вы помните, в мае месяце this past May, посадили подсолнухи. so we seated the Господин Перри, Secretary Perry, господин Шмаров Mr. Smarov, и господин Грачев and Mr. Grachek. посадили подсолнухи, So they planted sunflowers there, sunflowers. уже собрали урожай and now they и готовимся, Taken the crop. готовим отправить господину Перри подсолнечное now масло. we're going to send some vegetable oil to Mr. Perry. Значит, там мы в январе ее взорвали. So we blew up that flower in January. На взрыве, вы помните, тоже был господин If you Перри, remember, so the event was attended by господин Secretary Грачев Perry, Minister и Grachek, господин Шмаров. Minister Smarov. Затем провели рекультивацию, как? Then we restored the site. Вот этот грунт насыпной из щебня, он снимается, So the upper layer of soil is removed. заводится сюда земля, Then we bring top soil here, все это разравнивается. so all the level here. Там мы дали 14 гектаров And земли. then we turned over about 14 hectares of land. All of this is going to be removed, every bit of the steel. General Secretary Perry in his office, the most prominent picture he has on display in his office is a picture of him standing next to a silo. Very prominent place. Virtually every speech he makes anywhere in America, he talks about sunflower. Coming to Ukraine for the last more than 2 years. Our stretch of people in Ukraine has increased. Our security in the United States, your security in Ukraine, depends upon the strength of the friendly. Стой, стойте.
заканчивается рабочая часть So the working part визита of the visit господина Нана, of Senator Nunn, господина Лугара Senator Blugger, и сопровождающих его лиц and the person accompanying them на ракетную базу в Хмельницке, is coming to a close here at this Хмельницкий base, где мы пытались по взаимному согласию делегации Украины и Соединенных Штатов Америки показать некоторые фрагменты процесса ликвидации ракетного оружия в соответствии с договором Старт-1. and as was agreed between the U.S. and Ukrainian sides, so we tried to show you some of the parts of the procedure and technology of the dismantlement of missiles here. В соответствии с планом работы предусмотрен брифинг. So according to our schedule, so we're supposed to have a briefing. Просьба, если есть вопросы, задать. During this briefing, a press conference, so we are ready to take your questions. On behalf of От имени all of our delegations, всей нашей Senator Lugar and I делегации are very grateful to you for мы making this очень visit благодарны possible. вам за организацию этого визита. We're very grateful Мы to очень благодарны the leadership of руководству the Ukraine Украины for taking the courageous за то, and что far-reaching они step of becoming a non-nuclear сделали state. смелые шаги в направлении того, чтобы стать безъядерной державой. By taking this step, you not only have made your people safer here in Делая Ukraine, этот шаг, правительство Украины не только обеспечило большую безопасность своим людям, but you своему have set an народу, example но for также подали пример the people of this region and the people of the world. народам этого региона и народам всего мира. You have set an example for Вы подали the United пример States and for Russia. и Соединенным Штатам, и России. And I think the message is very clear here today when Я you look думаю, at the что идея вполне ясна, destructive power that is что being разрушительная removed сила and being destroyed. сейчас разрушена сама. The deadly nature of the potential conflict that has been looming over the world for the last 40, 45 Это years. смертельная угроза, которая более 45 лет нависала над миром, сейчас When you put a human dimension on this если подойти к этому вопросу с чисто activity that is человеческой taking точки place here зрения, today, и те работы, которые здесь проводятся сегодня, it is truly awesome to contemplate that each missile contains 6 warheads. и если мы будем учитывать тот факт, что каждая ракета несет 6 боеголовок, Each warhead contained 20 times the power и of каждая the bomb that blew up содержит Hiroshima. 20 раз больше заряда, чем бомба, сброшенная на Хиросиму. And if instead of destroying the missile silo today, those keys had been turning to launch И если an вместо того, attack, чтобы разрушать сегодня эти шахтно-пусковые установки, мы повернули бы ключ и запустили какую-то ракету, millions of American то, citizens я would думаю, have died, это принесло бы смерть миллионам американских граждан, and millions of Ukrainians миллионам украинцев and others in the former Soviet и Union другим людям, would have проживающим died в бывшем Советском Союзе. in the retaliatory attack. Потому что последовал бы ответный удар в одну или другую сторону. So the lesson for me here today is that those of us in responsible positions of leadership Я считаю, что урок, который я сегодня вынес из сегодняшнего посещения, это ответственная позиция, которую заняли руководство обеих стран. in the remaining superpowers that have nuclear weapons И это также урок для тех ядерных держав, которые еще существуют. have a responsibility to think beyond mutual destruction and mutual deterrence. Они должны думать о той ответственности, о том, как необходимо устранить эту угрозу. And to follow the example of the people of И Ukraine следовать примеру народа Украины. in moving beyond this mutual assured terror Для того, чтобы избежать этой взаимной угрозы to a safer world. и приблизиться к более безопасному миру. As chairman of the Senate Armed Services Committee for 8 years, Будучи председателем комиссии по вооружениям в течение 8 лет, I voted for programs that built submarines and missiles я голосовал and за программы, bombers. по которым строились ракеты, бомбардировщики и подводные лодки. But the most meaningful Но legislation that I've наиболее ever важным sponsored законом,
которые я выдвинул в Конгрессе or that I have voted for и за которые я голосовал, in my 24 years in the United States Senate за те 24 года, которые я провел в американском Конгрессе, has been the legislation that is now known as the non-Lugar legislation, закон, который известен под именем закон Нана Лугара, which has assisted courageous governments like your и government here который in помог Ukraine, тем смелым правительствам, каковым является правительство Украины, not in building weapons of mass destruction, but in tearing them down. не наращивать средства массового уничтожения, а уничтожить их. Not in weapons that would destroy people, but in efforts and expenditures that will save lives. Не для того, чтобы строить больше и больше таких оружий, а наоборот улучшать жизнь своего народа. And help bring peace to the world. И также способствует укреплению мира во всем мире. So I thank God today that we were turning a key of destroying a Поэтому я silo благодарю Бога за то, что мы сегодня поворачиваем ключ для того, чтобы уничтожить это оружие, and not turning a key that would have launched а не поворачиваем a ключ deadly для missile того, and чтобы its warhead. запустить смертоносную ракету. And I thank each person Я in the благодарен construction каждому человеку, который принимает companies участие represented в этой here, работе, представители тех фирм, которые занимаются этой both работой, Ukrainians and Americans, как украинцам, так и американцам, and the military officers и who также тем are now engaged in военнослужащим, которые заняты сейчас deconstruction, в этой работе, and all the и people всем людям of Ukraine for Украины, taking this courageous step and making которые it possible готовы и for this предпринимают этот example смелый шаг to be set for the world. и подают пример всему миру. And now, my colleague, Senator Теперь Lugar. я хотел бы представить слово моему коллеге, сенатору Лугар. General, Господин генерал, distinguished officials of Ukraine, в тот день, когда официальное лицо Украины when the Cold War came to an end, поняли, что холодная война заканчивается, officials from Russia and Ukraine came to visit with Senator Nunn and with me. и в то время мы принимали, я и мой коллега Нан принимали представителей из России и из Украины, They pointed out that although the Cold War was over, и они сказали, что поскольку холодная война уже закончилась, missiles and weapons of mass destruction ракеты и оружие массового уничтожения remained, and security for some of these остаются все-таки weapons was a matter of danger. в качестве гарантии безопасности. They pled with us for understanding Вот они также сказали, что они понимают, that although those missiles were the responsibility of the countries in which they were in, что все эти ракеты и ответственность стран, которые имеют эти ракеты, there were grave shortages of money, что они накладывают большие трудности в плане того, что and in some имеется cases a недостаток средств. political will to make a difference. Вот, но в то же время политическая воля может повлиять на общую ситуацию. We brought together senators who are both Republicans and Democrats in our country, И в нашей стране мы встретились вместе с сенаторами, республиканцы, демократы. the non-Lugar legislation was bipartisan from the beginning. И с самого начала программа на Лугара была двухпартийной, по сути. We came early in 1992 to Russia and to Ukraine. В начале 92 года мы посетили Украину и Россию. In this country we met on several occasions with President Kravchuk and with members of the Rada. И посещая Украину, мы несколько раз встречались с президентом Кравчуком и представителями Рады. And it was not clear what the decision would be in this country. И в то время не было ясно, какое же будет решение по этому оружию. There were grave doubts about the security of Ukraine. У нас были большие сомнения в плане безопасности Украины. There were some doubts about the constancy of friendship with the United States. Мы также не были уверены, как будут развиваться наши отношения, будет ли дружба между нашими двумя странами. It is a miracle that 4 years from then И теперь, мне кажется, это чудом, что по прошествии 4 лет we have come to this day мы вот видим сегодняшний день, of remembrance and celebration. и мы празднуем этот день. We remember all that could have been, Мы помним, что могло бы быть, and we celebrate и мы all that has occurred, отмечаем то событие, которое мы имеем сегодня здесь. because we have worked together Потому что мы работали вместе,
to make certain that our children are safer. Чтобы обеспечить счастливое будущее наших детей. Each one of these missiles И каждая из этих ракет could have killed all of the people in the city in which I live in the United States. могла бы убить всех, уничтожить всех людей, которые живут в том городе, где я живу. I was always aware of that theoretically, И теоретически я всегда это все осознавал, представлял себе. but there is no more dramatic way to bring this to the attention of people than to look at the missile site, Вот and для to того, look чтобы at the обратить actual hardware. внимание людей на это, самое важное, мне кажется, это получить информацию из первых рук, увидеть это воочию. We're grateful to each of you in Ukraine who Мы have made a благодарны всем difference. здесь, в Украине, We thank each of you who have made possible this demonstration сделал today. возможным вот эту вот демонстрацию, которую мы видели сегодня. Through the press throughout the world, Через прессу во всем мире, the example of Ukraine searching for peace пример Украины, которая стремится к миру, will be made evident. я думаю, будет очень наглядным. And to millions of Americans, И для миллионов американцев the strength of friendship between Ukraine and the United States will сила be much дружбы между stronger. Соединенными Штатами и Украиной также будет верно продемонстрирована. We thank you for Мы благодарим вас this work today за работу, проделанную сегодня, and for all of the opportunities we now have и за все те возможности, которые были нам представлены. as we visit with President Kuchma Также мы встречались с and with members of the Rada Кучмой, yesterday, представителями Рады вчера, and with our distinguished ambassador, с Mr. нашим Miller, послом Миллером. to make certain that we now have a new agenda Вот, и теперь мы видим, что перед нами новая повестка дня, that talks about jobs and prosperity, в которой речь идет о новых about vital trade and investment, возможностях для работы, об инвестициях, об расширении торговли, about travel of our students back and forth from об Ukraine обмене to the United States, студентами обеих стран, about all the ways we come to a better understanding of the culture and history о of this всем том, country. что поможет нам лучше понять друг друга, лучше узнать историю друг друга, культуру друг друга. We did not have an opportunity to learn about this during the Cold War, Во время холодной войны, во времена холодной войны у нас не было таких возможностей. but the openness of the society as demonstrated by all of this today Но сегодня мы видим открытость общества. hopefully means we are now open to think about things that are equally serious, И я думаю, что эти перемены, они действительно имеют серьезный характер. namely how we are to build a better world together. И это поможет нам создать лучший мир, в котором мы все живем. We're grateful for all of you, that you have done. Мы благодарны за всю проделанную вами работу. Ще сказати, то Independence. і Going back в 90-му році при in the прийнятті year 1990, декларації про незалежність, when тобто it ще входячи до adopted Радянського a Союзу, declaration of independence. проголосила, що вона не буде So these реалізована, laws якщо не було б could not допомоги have been з боку наших партнерів, materialized if we безпосередньо з hadn't боку вас. had the assistance Бо from ми our розуміємо, partners що and you personally, одного бажання because we недостатньо для understand того, that щоб a wish втілити alone is not enough в життя for мрію про translating into без'ядерний life світ. the Для цього dream потрібні of a non-nuclear кошти, для цього country. потрібна This takes психологічна, funds. моральна. Слово надається Now I'd послу like to ask Сполучених Штатів Америки в Україні US господину Міллеру. Ambassador Miller to speak. General, Генерали, distinguished deputy, панове депутати, губернатор, сенатори, нами Лугат. as someone who has been here for 3 years and Для того, witnessed, хто був вже тут 3 participated in роки і the бачив, negotiations, як проходили переговори по цьому питанню. as someone who has watched the process of Той, хто бачив dismantlement and destruction весь процес демонстрації.